Привет, с вами Маковка с нитками Alize Puffy Color. Увидела их на выставке Handmade и не смогла пройти мимо, потому что очень прикольные. Нитка необычна тем, что имеет очень большие петли, вроде как велюровое букле, но не сразу понятно, зачем такие огромные петли. В мотке 100 грамм, 9 метров. Указано, что это специальная детская пряжа, сделана в Турции. В составе 100% микрополиэстер. Рекомендуется ручная стирка, сушить в горизонтальном положении и даже можно гладить. Правда, непонятно, зачем гладить велюр. Номер цвета 5860, нежно-нежно-мятный. Но в основе еще вплетено какое-то разноцветное дополнение. Вот так вот выглядит сама одиночная нить. И на ощупь нитки Puffy необычайно нежные и мягенькие. Alize разработала эти нитки для вязания без спиц или крючка. Они вяжутся при помощи голых рук. Сейчас мы покажем как. Ширина вязания у меня будет 10 петель, это примерно 20 сантиметров. Отсчитали 10 петель и 11 петлю протягиваем в 10-ю. Дальше берем следующую 12 петлю и протягиваем ее в 9. Это у нас начало ряда, начало нашего вязания. Вот так продолжаем протягивать петли, пока не сделаем все наши 10 первых петелечек. Все, первый ряд готов. Дальше, не переворачивая вязание наизнанку, будем двигаться в обратную сторону. Ниточку перекинем и теперь протягиваем самую крайнюю петлю в первую петлю на ниточке. Берем в работу каждую петлю, мы ничего не пропускаем. Каждая петелька должна быть провязана или протянута. И вот таким вот нехитрым способом мы вяжем, имитируя лицевую гладь. Петелька за петелькой, так ряд за рядом. Вот у нас получается какое-то вязание. Но лицевой гладью можно не ограничиваться, можно поэкспериментировать и создавать некие простые узоры, например, витой столбик. Вот сейчас дальше я покажу, как это сделать. Просто перекрестим 2 петли с последнего провязанного ряда и уже потом в них проденем петельки с нитки. В итоге мы получили перекрещенность, как у витого столбика. Если и дальше продолжать вот так вот перекрещивать через определенное расстояние, то мы получим натурально витые столбики. А еще можно просто поиграть с петельками, по-разному их перекидывая и создавать такие новые какие-то узоры свои. В конце концов у вас остается последний ряд с открытыми петлями, который закрывается очень просто, накидывая петлю на соседнюю. И вот что у нас получилось из одного полного мотка, почти шарф. Цветные вкрапления хорошо видны с изнанки, а с лица оно все такого мятного цвета. Очень нежный, очень мягкий шарф, похож на ощупь на пледики. Знаете, продаются сейчас такие велюровые мягусенькие пледики. А это изнанка. Из одного мотка получилось полотно длиной почти метр.
и шириной 20 сантиметров. В принципе, это может быть не длинный шарф, если не завязывать его, а вот просто скрещивать концы шарфа на шее. И на все про все у меня ушло примерно 45 минут. Вроде бы мало, но все равно вот мне кажется, что если бы нитка была обычной ровной и вяжи я спицами где-то номер 15-20, то ушло бы еще меньше времени. Ну и, конечно же, было бы больше вариаций по узорам, вот, чтобы вязать из этой ниточки. Ну а если вы со спицами не дружите, то пуф и ализе – это отличный вариант связать своими руками, сделать своими руками мягенький нежный шарфик или пледик. Судя по образцу, на шарфик вот 1-2 моточка как раз уходит, а на пледик размером метр на метр уйдет 5 моточков. Что касается цены, то моточек стоит где-то в районе $2. У меня все, всего хорошего, пока!